Привет, вы на канале Галя из Камбоджи. И я сегодня буду рассказывать приятное. Я расскажу вам о плюсах, которые вас ждут, если вы собираетесь переехать в Юго-Восточную Азию. Много видео по этому поводу, но я расскажу свои собственные наблюдения. Я в эмиграции с 2011 года. Живу сейчас в Камбодже, до этого жила в Таиланде. Очень много ездила, путешествовала по Юго-Восточной Азии. Поэтому расскажу свои и начнем с самого главного, на мой взгляд, потому что деньги всегда всех интересуют. И в Юго-Восточной Азии вы можете себе за низкий ценник создать очень высокое качество жизни. А именно, как это выглядит. Здесь я буду говорить про всю Юго-Восточную Азию, но есть разница, да, понятное дело, что от места зависит. Мы, в общем, рассуждаем. Здесь можно, например, смотрите, незадорого снять очень хорошее жилье сразу с мебелью, со всей техникой. В кондо будет бассейн, в кондо будет тренажерный зал, рядом будет магазин. Конечно, я меньше про Камбоджу, больше про Таиланд и про Вьетнам, но здесь тоже можно такое найти. И, в общем-то, это основная ваша трата. И весь мир вокруг вашего кондо крутит, можно дальше не ходить никуда. Еще рядышком море будет, красота или горы, смотря что вы любите. Здесь и то, и другое можно найти. И вы, собственно, создаете себе такой маленький мирок, за который платите по сравнению с нашими странами, да, с родиной, вы платите относительно недорого, потому что такой уровень жизни, если вы себе позволите у нас, то это будут совсем другие деньги. Поэтому это, конечно, очевидно и один из самых главных плюсов, почему сюда переезжаю. Следующий плюс, и он тоже очевидный, это очень простой быт. Быт действительно в Юго-Восточной Азии наладить крайне просто. Вам нужно на это время немножечко потратить и проявить принятие, скажем так, и тогда будет все окей. То есть, что значит простой быт? Зимнюю резину не надо, зимнюю обувь не надо, вообще зимнюю одежду не надо, сразу вычеркнули. Вообще из одежды надо 5 футболок для смены, и потом новые будете докупать, это не очень дорого. И кроссовки и шлепки, собственно, все. Дождевик и крем от загара. Все, можно больше ничего не иметь. Что еще из простого быта? Перемещаться можно на байке. Это и прикольно, и классно. Не стоять в пробках. Хотите с кондиционером? Извините, тогда это уже не простой быт. Тогда и в пробках постоите. Что еще к простому быту мы можем с вами отнести? Доставка работает везде и очень по доступным ценам. Готовить не дешевле, чем ходить в кафе, поэтому можно не готовить. Хотите, готовьте, хотите, не готовьте дома. Спортзалы и все вот эти вот мероприятия стоят абсолютно недорого. Стоит денег, конечно, но не космических. И часто еще я повторюсь, да, что есть спортзалы в кондо. Море, фрукты, все просто, сложно. Сложности себе устраивать негде. Поэтому очень простой быт, это абсолютно правда. Можете себе даже девочку нанять, она будет к вам приходить и еще убирать у вас дома тоже за маленькие денежки. То есть быт организовать себе здесь это очень-очень просто. Следующий плюс, который я лично хочу вам рассказать, это климат. Я очень у многих блогеров слышала этот пункт в минусах. Кстати, кто не смотрел мое видео про минусы, посмотрите, там интересненько. Так вот, я этот пункт отношу к плюсам, потому что, во-первых, я люблю вечное лето, но здесь есть смена года, да, то есть здесь не вот всегда жара, и это большой миф. Это вы начинаете понимать, когда вы живете в Юго-Восточной Азии. Да, самые сложные месяцы в году – это апрель и май. Это когда самое жаркое время, когда на улице в тени плюс 40-45, и это время надо просто пережить.
У меня дома такое время, это был ноябрь. Конец октября, ноябрь, вот эту серость, я это время всегда выживала. Здесь вот есть 2 других месяца, да, противоположности. Но все остальное время года, в принципе, можно это время пересидеть в кондиционере, то есть есть выходы. Но все остальное время в году, это прекрасно. Вот сейчас у нас, например, сезон дождей. Посмотрите, пожалуйста. Да, благодать, солнышко светит, дождь льет, и иногда он льет днем, иногда он льет только ночью. Дождь — это прекрасно, это классно. Сегодня просто вышло солнце, я пошла сразу снимать. Жарковато, но мне нет, мне нормально. Сейчас время уже 4 часа дня, и уже не так печет. Вот днем я не пошла, а пошла вот попозже немножечко. Ночью, наверное, будет опять дождь, пойдет дождь. Так что смена года есть, здесь не всегда жара несусветная стоит. Кроме того, вам только в первое время будет жарко. А потом ваш организм начинает адаптироваться, и вы прекрасно уже переносите то, что вам казалось жарко, вдруг становится не жарко, и в 27 градусов на улице вы на себя пялите штаны и берете с собой кофточку, а на байке так вообще холодец. Поэтому все очень относительно и быстро меняется. А потом, когда ветерочек подует, вы уже и в море заходить не будете. И это очень-очень быстро происходит. Вам только первый сезон будет жарко казаться, а потом вы будете резко мерзнуть. Имейте в виду, что эта вся жара, она ненадолго. И даже если вы прожили, не знаю, где там, в Сургуте живете, все то же самое с вами произойдет. Люди не морозоустойчивые и не жароустойчивые, они адаптируются. Но дело в том, что к жаре привыкнуть намного легче. Где-то в течение года ваши клеточки открываются, вы начинаете потеть всем телом, и естественная вентиляция происходит. А вот к холоду обратно привыкнуть намного сложнее. 2 раза дольше будете мерзнуть. Поэтому вернуться будет сложнее. Но для меня климат — это очевидный плюс. В общем-то, одно из главных преимуществ, почему я живу в Юго-Восточной Азии. Следующий очевидный плюс — это путешествия. И здесь, конечно, есть очень много нюансов в этом пункте, потому что, например, если вы работаете на работе, то даже онлайн вам некогда путешествовать особо, или вы работаете в путешествиях, скажем так, себе это будет выглядеть, но на самом деле вы все равно постоянно куда-то ездите и что-то новенькое видите. Вы потом посчитаете через годик, а вы были там, туда-то съездили, друзья туда-то позвали, и в копилочку это все уже накопилось. И вы побывали уже в очень многих местах, о которых вы даже не думали. На Визаран съездили, да, на экскурсию съездили, родственники приехали, их надо выгулить, куда-то пошли в новое место. И хотите вы и не хотите, а все равно, живя за границей, вы путешествуете в разы больше, чем сидя дома, чем живя у себя дома. И это, конечно, большой плюс. Следующий плюс — это свобода и реализация. Вот представьте, что вы оказались в ситуации, когда вас никто не знает. И вы можете быть, собственно, кем угодно, а точнее, лучше всего, наконец-то, уже быть собой. Потому что, когда вы приезжаете в новую страну, вам незачем притворяться. То есть вы вот кто есть, тот и есть. Все равно никто не знает вашего прошлого. Нет у вас здесь одноклассников, которые видели вас с кривыми зубами. Нет у вас там людей, которые радуются вашим ошибкам. Честно вам скажу, всем на всех глубоко насрать. Поэтому вы можете быть кем угодно и оставайтесь с собой. Вот будьте, наконец-то, тем, кем вы являетесь. Если вы не знаете, кем вы являетесь, вот прекрасный шанс как раз узнать, это живя за границей, особенно в первый год. Поэтому это плюс. И это очень интересный эксперимент для себя, узнать себя, кто ж я на самом деле. Да, много нового откроете. Еще здесь нет вот такого давления статуса и социальных стандартов, потому что, собственно,
все мы здесь выглядим примерно одинаково в футболочке, все мокренькие и потненькие, все в шлепочках, в кроксах или в чем вы там ходите. В общем-то, 1 миллион у вас в кармашке лежит или 3 рубля осталось. Так по вам никто и не скажет сразу. Поэтому можно здесь об этом не беспокоиться. Это дает внутреннюю такую свободу, потому что когда это давление социума отпадает, оно, собственно, дает свободу для других проявлений вашей личности. Поэтому это большой плюс. Следующий плюс – это ментальный рост. Хотите вы этого или не хотите, но мы растем только тогда, когда мы путешествуем, когда картинка у нас меняется. А можете спорить по этому поводу в комментариях, милости прошу. Так вот, друзья мои, когда вы переезжаете, первый год особенно, вы все равно вырастете. Вы начнете проходить какие-то сложности, которые вам не были знакомы до этого, а все новое в нашей голове, решение новых задач, оно нам формирует новые нейронные связи. Это на уровне химии будет происходить, физики и биологии, и вы это не заметите, но потом, когда вы приедете домой отдохнуть, вы увидите, насколько сильно вы поменялись, насколько сильно в голове у вас все изменилось, и то, что вам казалось раньше важным, сейчас это не очень важное. Или то, ради чего вы раньше бы спорили, вы сейчас подумаете, мои силы мне намного важнее, оставлю я это при себе, а человек, он сам до этого рано или поздно дойдет или не дойдет, в общем-то, вас это не касается, меня это не касается. И совсем на разные ситуации вы будете реагировать по-другому. И это, конечно, и есть ментальный рост, мы меняемся, когда мы узнаем что-то новое, разные культуры, другие люди. Это все заставляет нас расти, заставляет нас меняться, поэтому, конечно, это очевидная польза для развития себя. Уровень принятия, безусловно, у вас повысится, причем, если вы не сделаете это нарочно, то будут происходить с вами события, которые заставят вас этот уровень повышать. То, с чем мы боремся, то с нами и происходит. И, кстати, вот в Юго-Восточной Азии это очень сильно заметно. Во-первых, конечно, здесь буддизм. А буддизм, я всегда рассказываю, это даже не сколько религия, это сколько свод правил, да, по которым очень удобно жить. И вы можете быть не буддистом, а только немножечко буддистом. Это не только религия, это еще и философия, и учение, поэтому здесь, конечно, все ребята такие айнане, и пусть оно происходит, как оно происходит. Оно и будет происходить так, как оно происходит. Вы можете с этим спорить, противостоять этому, оно все равно будет с вами все это происходить. И чем больше вы боретесь, тем больше будет с вами случаться разных интересных, потом поймете, истории для того, чтобы вы приняли. Как у меня подруга, которая жила всегда в европейских странах, и она вот впервые приехала в Азию, конечно, у нее был культурный шок сначала, и она сказала, я, говорит, думала, что я настолько человек с принятием, но оказалось, что у меня уровень минус level 0, да, минус 1 даже, потому что в Азии все совсем по-другому. Так что если вы думаете про себя, что вы толерантный человек, что вы готовы все принять, и пусть оно так будет, проверьте себя Азией. Хорошая школа, уровень принятия повышается. Почему это плюс? Да потому что мы живем не для того, чтобы тыкать носом других людей в их ошибки. А мы живем для того, чтобы себя развивать, чтобы радоваться, чтобы удивляться. И когда у вас уровень принятия высокий, вы чужие ошибки, вы им скорее даже радуетесь, да, что вот человек может обратиться сейчас. Ну, то есть это видно становится, это становится уже уроком, а не таким кошмарным, как могло бы показаться раньше. Поэтому Азия, она воспитывает. Мягко, кого-то жестко, всех по-разному. Но это точно происходит, 100%.
Кажется, что я иду в каких-то закромах, на самом деле просто здесь солнышко светит меньше, поэтому, а тут вот отель самый дорогой у нас в городе находится, просто это его задняя часть. Так вот, еще один большой плюс жизни в Азии – это ваша пищевая корзина. Во-первых, привычки начнут меняться рано или поздно, со временем так точно. Но, во-вторых, здесь совсем не сложно и недорого правильно питаться. Если вы любите правильно питаться хорошо, то и где, как не в Азии, это делать. Морепродукты, креветочки. Если, кстати, вам интересно по поводу цен, напишите. Я сниму ролик по этому поводу. Тоже видео сделаю, сколько у нас что здесь стоит. Фрукты свежие, круглогодично. Всегда они у нас имеются в наличии. И это очень доступно. Даже если вы немного зарабатываете, все равно можете есть очень хорошо, очень качественно. И вот интересная история, что в Камбодже мало продуктов производят. Здесь вообще мало что производят. У нас здесь свое мясо, овощи, фрукты. Ну и, собственно, и все. Все остальное здесь привозят. Там, начиная от молока, масла, это все из соседних стран привозят. И вот сюда привозят сразу уже хорошие вещи, потому что дешевые смысла тащить нет. Поэтому кажется, что здесь подороже, чем, например, Вьетнам и Таиланд. А потом ты смотришь свою пищевую корзину и ничего, нормально. Испанское оливковое масло я бы за такую цену, как здесь, в Камбодже, я бы в соседних странах не купила бы. Это, конечно, тоже большой плюс. Но еще у вас начинает открываться вкусовые рецепторы. Потому что это из-за специй. Здесь, кстати, у нас камбоджский перец. А он способствует раскрытию вкусовых рецепторов. То есть вкусы вы начинаете чувствовать по-другому. И становится жизнь вкуснее. Это очень классно, когда вкусно. Это правда классно. Так что со временем у вас это тоже откроется, просто научитесь. Вот, кстати, еще один плюс сразу вышел. Здесь учишься замечать чудеса, назовем это так. И вот эта вот радость мелочам, она тоже здесь присуща. От местных заражаешься вот такой вот радостью, потому что ну а в чем оно, собственно, счастье-то заключается? Счастье, оно вот здесь, внутри, когда вам радостно от маленькой мелочи. Ой, какой вкусный манго. Ничего себе, папайя никогда не любила, а сейчас это просто... Это моя история, да? А сейчас это просто реально очень вкусное, очень люблю папайя. Поэтому, друзья мои, да, в Азии здесь, конечно, чудеса происходят разные. Hello, my friend. Саксабай. Саксабай. Дай поснимаю. Это наш дружочек, он здесь. Да, он здесь у нас живет рядышком. Ага. Радостный, довольный. Дай тебе денежку дам. Тик-тик. Акун. Вот. Я ему дала маленькую денежку, 1000 местных риэль. Я, кстати, его когда вижу, всегда даю, поэтому он меня, собственно, видит издалека. Но он купит себе какую-нибудь газировку, водичку, будет счастлив. Пусть будет хорошо человеку. Да, друзья мои. Вот такие плюсы на сегодняшний день я выделила. Наверное, их больше, потому что все-таки не зря говорят, что когда ты живешь в Юго-Восточной Азии, подставьте свою страну, где вы живете, в Юго-Восточной Азии, вы живете в раю. И в этом есть доля правды. Не все так безоблачно. Смотрите мой ролик про минусы жизни в Юго-Восточной Азии. Ну а если решите приехать в Камбоджу, звоните, пишите. На экскурсию вас свожу обязательно. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока.